Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Презентация коллекции марки Balenciaga осень-зима 2023-2024 на неделе моды в Париже оказалась одним из самых ожидаемых показов в рамках фэшн-марафона. Ведь это было первое масштабное мероприятие бренда после громкого скандала, связанного с нашумевшей рекламной кампанией. Поговаривали даже об уходе в отставку креативного директора модного дома, которому довелось выдержать не только судебное разбирательство, но и целый шквал онлайн-ненависти и даже серьезных угроз. Поэтому в день, когда устроили шоу, очень строго следили за безопасностью. Охранники стояли у входа в Парижский торговый центр, в его главных коридорах и на входе в цокольный этаж, где состоялось модное действо. Приглашение на дефиле, изготовленное в форме выкройки, вручали каждому из гостей за неделю до показа. Однако точный адрес сообщили лишь утром, в день презентации. В отличие от предыдущей сценографии с хлюпающей грязью подиумом и моделями-кочевниками, нынешнее шоу проходило совершенно в другом антураже. Просторное помещение напоминало гигантскую белую коробку с длинными рядами черных стульев вдоль стен. На каждом сиденье разместили надпись, которая гласила: «Мода стала своего рода развлечением», и это часто затмевает ее суть, которая заключается именно в формах, объемах, силуэтах. Так что же получилось в итоге? На мой взгляд, самое точное определение для новой коллекции – осторожное. Сегодня Демна Гвасалия явно решил воздержаться от привычных провокаций. Его главной целью определенно было никого не разозлить и не оскорбить. Поэтому шоу я назову довольно лаконичным и даже скромным, как для смелой марки Balenciaga. В комментариях дизайнер отметил, что решил переосмыслить свой подход к творчеству и вернуться к корням, то есть непосредственно к совершенному крою вещей, к идеальному качеству, делая главный акцент на портновское мастерство. Результатом проделанной работы оказалась линейка стильных ансамблей, где модные события развиваются по определенным главам. Деконструкция брюк, пиджаков и пальто, фирменные платья с цветочным принтом, исследование байкерской одежды, образы для красных дорожек. Многое стало отсылкой еще к дебютным творениям Демны с миксом уличного стиля и гиперобъемов, когда модельер только запускал в Париже свою марку Vetements. Характерный почерк дизайнера читался в смокингах и двубортных блейзерах, которые, казалось, изготовили из вывернутых мужских брюк, где пояс взял на себя функцию отделки. Просторная верхняя одежда, широкие плечи, длинные рукава. Все в духе Гвасалия и словно не спадает на подиум, развивается и вызывает эффект вещей на вырост. Вот только двойные штаны порой создавали сюрреалистическую иллюзию, будто у модели не две, а 4 ноги. При дальнейшем просмотре, друзья, рекомендую задержать свой взгляд на макси асимметричного кроя с виртуозно выполненной драпировкой. Не меньше внимания достойны наряды с цветочным принтом и приподнятыми округлыми плечами. Платья сопровождали сумки с таким же флористическим узором. Удивительно, что несмотря на любовь бренда к мешковатым вещам, здесь дизайнер напомнил, как можно легко избавиться от эффекта балахона. Да еще и так кокетливо, подвязав платья, тренчи, меховые пальто тонким поясом с милым бантом. Вариации на тему мотоспорта получили у поклонников марки неоднозначные отзывы. Кто-то сравнил модели с байкерами, а кто-то с рыцарями средневековья. Вот только все это мотоциклетное снаряжение с как бы надутыми внутренними подушками безопасности визуально делало всех сутулыми и немного горбатыми. В финале шоу на модной сцене появилась целая череда вечерних ансамблей с пайетками, бисерной бахромой, серебристыми кристаллами или из ажурного черного кружева. Все они определенно достойны стать нарядом для особого случая, будь то номинация на «Оскар» или любое другое значимое торжество. Осенне-зимнюю коллекцию Balenciaga ведущий дизайнер представил как своеобразное обнуление перед новым витком в развитии бренда. Просто выдохнуть, забыть и творить. Эта фраза стала определяющей в работе Демны Гвасалия
который, к слову, еще в позапрошлом сезоне сменил творческий псевдоним, отказавшись от фамилии. Теперь он просит называть себя просто Демна. Приятного вам просмотра, мои верные подписчики и гости канала. Спасибо за поддержку, за лайки и комментарии. Всем здоровья и красоты, стильных и модных обновок, удачи, тепла и позитивного, солнечного настроения.